Господин Инус, начнем с того, что Соединенные Штаты Америки озвучили стратегию успеха Украины в войне против России. И вот что интересно, они, кроме всего прочего, сказали, что нужно помогать, нужно давать больше оружия. Также они сказали, что это представитель Госдепартамента США. Определение успеха Украины также заключается в том, чтобы она, в конце концов, могла контролировать всю свою международную признанную территорию. Вот, не впервые они говорят об этом, но вот с акцентами, что 91 год и вот стратегия США в Украине в этой войне, это граница 91 года, но скажите мне, пожалуйста, господин Инус, это говорит не Байден, не вторые лица Белого дома, это говорит Джеймс О'Брайен, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии. Почему именно этот ранг это говорит, такие важные слова, или это все продумано? Во-первых, Джеймс О'Брайен – это один из ближайших соратников Энтони Блинкена. Вот сейчас я с вами разговариваю, он в данную минуту находится в Азербайджане, в городе Баку. До этого он был в Ереване. Это тот самый, который как раз-таки решает... Он курирует, во-первых, постсоветское пространство, чтобы вы знали, да, непосредственно. Он помощник Блинкена. Иногда у вас по ошибке говорят, что он заместитель. Он не заместитель, он именно помощник государственного секретаря. Один из самых ключевых помощников, которым Энтони Блинкен доверяет. Поэтому это самый высокий уровень. Да? После него идет сам Блинкен, а после Блинкена идет сам президент Соединенных Штатов Америки. Как вы сами понимаете, не будет же комментировать Блинкен или президент США каждый... На планете, заметьте, да, огромное количество стран. И каждый день это комментируют. Поэтому существуют конкретные люди, которые работают по этому направлению. Отвечает непосредственно, отвечает перед госсекретарем, отвечает перед администрацией. То есть, вот в правительстве, когда говорят, вот этот человек и ведет. Да. Например, вот в кабинете министров, вот у любой страны, вот я работал в кабинете министров, есть премьер-министр, да, есть руководитель аппарата, вот я руководитель аппарата, есть 26 отделов. Отделы разные. Каждый отдел один. Культуры, там, городского хозяйства, там, обороны и так далее. И тому подобное. И вот отдел внешнеэкономических связей в том числе. И поэтому тот человек, который сидит там, например, заведующим этим отделом, курирует это. И он это тот самый человек, который отвечает за все. И завтра, если какой-то документ нужен будет, он идет на стол, кладет этому премьер-министру. Да? И этот заведующий отделом, он непосредственно работает с министерствами и ведомствами. В том числе, если это внешнеэкономический, значит, он работает с Министерством внешней экономики, работает с Министерством иностранных дел и так далее и тому подобное. Да? Поэтому О'Брайен – это ключевой помощник госсекретаря, представитель Госдепа, человек, который в теме, и тот непосредственно, который ведет эту линию, да? И с Украиной в том числе. И если это озвучивается на его уровне, и, как вы сказали, что это его заявление, оно потому и вызвало ваше внимание, что там некоторые акценты расставлены уже более конкретно. Да? Тут удивляться не надо. Динамика всего противостояния за эти 2,5 года, не только во взаимоотношениях, я имею в виду, Украины и России, а в первую очередь отношения Соединенных Штатов Америки и в целом коллективного Запада к этой войне. Вы же видите, как динамики, они меняются, да? И как это меняется непосредственно поставками оружия к вам с первого дня и по сегодняшний день. Разницу вы видите, небо и земля. Так и в риторике. И поэтому вот данная риторика, она, в принципе, соответствует уровню нынешнего подхода Запада и, в частности, данной администрации. Более того, заметьте, это сделано параллельно с той информацией, которая была вброшена в информационное поле агентством Reuters. Опять же, это не такая была закрытая какая-то информация, которая озвучила заявление двух ближайших помощников бывшего президента Дональда Трампа, которые руководили Советом национальной безопасности во времена Дональда Трампа с 2017 по 2021 год, которые совершенно предложили, так сказать, открытым текстом российский нарратив, да, вот на эту тему. И, то есть, с предложением, как они видят будущее этой войны, да, то есть, и с их точки зрения, это как раз-таки поражение Украины, да, это самый открытый российский нарратив. И поэтому в этой ситуации вы должны понимать, что спекулятивность украинской тематики, наряду со спекулятивностью других тематик точно так же, и израильской в первую очередь, да, она будет каждый день присутствовать по мере приближения этих президентских выборов. Я думаю, это еще даже начало в этом направлении. И вы будете видеть усиление в сторону плюса
позиции нынешней администрации, как в предметной плоскости, я имею в виду вот эти поставки непосредственные, да, вооружения, то есть вот эта финансовая помощь, она будет на регулярной основе, вот, и вы будете увидеть, слышать и конкретную риторику, которую можно будет использовать нынешней администрацией для того, чтобы вот эти не определившихся в Штатах подействовать, потому что вот, например, сегодня вечером, я сейчас с вами разговариваю, это четверг, я так понимаю, наша передача выйдет уже попозже. И наверняка наша передача, когда выйдет, она выйдет, может, в момент, когда будут идти прямые дебаты. Сегодня вечером, вот через 5-6 часов, начнутся дебаты. У вас в Украине уже будет ночь. Начнутся дебаты между нынешним президентом и бывшим президентом, которые будут проходить в Атланте, в штате Джорджия. Их будет проводить телекомпания CNN. И, я так понимаю, там будет использован искусственный интеллект. И на всех языках это можно будет наблюдать в интернете. Поэтому я предлагаю вам всем внимательно тоже на это посмотреть, потому что там украинская тематика будет стоять особняком. И не только украинская, там будет и израильская тематика. Вот если вы хотите много получить ответов на свой вопрос, внимательно прослушайте и внимательно послушайте, что будет сказано нынешним президентом и что будет сказано бывшим президентом по поводу Украины. Поэтому я так думаю, то, что озвучил сегодня это О'Брайен на эту тему, она соответствует позиции нынешней администрации, и я думаю, вечером ее более подробно озвучит сам президент Соединенных Штатов. Да, господин Ньюс, вы вспомнили о советниках Трампа Кит Келлог и Фред Фляйнс. Это передает агентство Reuters. Хотел бы уточнить. В первую очередь, я бы и не проговаривал, и не спрашивал вас бы о том, что якобы эти двое людей сказали о мирном плане, предлагают Трампу, но на эти слова отреагировал Белый дом. И они сказали, что Украине нужно самой решать, вести с кем-то переговоры или не вести. Это сказал Джон Кирби. То я имею в виду, что Джон Кирби отреагировал на агентство Reuters. И хотел бы вас спросить, вот как предложение советников Трампа нужно понимать, потому что позже якобы в избирательном штабе Трампа уточнили, что он, если станет президентом, он будет за скорейшее окончание войны России в Украине. Там не сказано ни слова поражение или не поражение Украины. И о том, что европейские страны должны делать большой вклад в поддержку безопасности. Я вспоминаю слова Трампа о членах Альянса, членах НАТО, что нужно всем давать около 2% ВВП. Вот это вброс, это реально так в штабе есть один из вариантов Трампа. И что на вашу мысль, как вы считаете, вот то, что Трамп хочет быстрее закончить войну? Вот какие у него приоритеты и как он видит окончание войны? Давайте не строить иллюзии и не самообманываться. Давайте вещи будем называть своими именами. Вы знаете мою позицию. Я не сторонник ни Трампа, я не сторонник ни Байдена. Я категорически против этих двух кандидатов. Категорически. Объясню по порядку. В первую очередь против Байдена. Почему? Потому что в 2014 году он непосредственно был вице-президентом. А в 2008 году он также был вице-президентом. И вот эта перезагрузка дурацкая, которую затеял он вместе с Обамой, он один из авторов этой перезагрузки. И он реализовывал ее в жизни. Он курировал как раз-таки и постсоветское пространство, и Грузию, и Украину, и все то, что происходило на этом направлении. И не прием вас в НАТО, и вот такая реакция увещевания Москвы, это тогда связано было в первую очередь с политикой того же Байдена. То есть этот человек непосредственно приложил руку, что позволило к той политике, которая позволила Кремлю аннексировать Абхазию и Цхинвальский регион, и потом в 2014 году аннексировать Крым и Донбасс. То есть, поэтому в этом есть вина Байдена. Плюс я уже не буду говорить о его отношении сегодня к Южному Кавказу и к моей родине. Да? То есть, я это, видите, вам сказал, Грузия, я не грузин. К Украине я не украинец. Ну, до этого, просто если я начал бы с Азербайджано-армянского конфликта, все сказали бы, ну да, понятное дело, он не любит Байдена, потому что Байден поддерживает Армению. Нет, я вот, видите, вам сказал и про Грузию, я вам сказал и про Украину. Теперь, что касается армяно-азербайджанского конфликта, ну да, он представляет демократическую партию. Демократическая партия исторически была на стороне армян. Калифорния,
Вся Калифорния – это демократический штат. Самый крупный штат Америки, он демократический. Вы это все знаете. И поэтому, например, отношение Трампа к этой армяно-азербайджанскому конфликту диаметрально противоположное. Почему оно противоположное? Не в том плане, что он на стороне азербайджанцев. Ему начихать и на азербайджанцев, и на армян. Понимаете? Потому что он к теме не подходит. Раз вы там поддерживаете Армению, я вообще заниматься этой проблемой не буду. И он, в принципе, когда был 4 года президентом, он вообще этой территорией не занимался. И поэтому далеко не случайно именно в его бытность и произошла Вторая Карабахская война. То есть Америка не вмешивалась. Не вмешивался вот таким, я имею в виду, на уровне администрации. Да? И это как раз-таки помогло Азербайджану разрулить эту тематику. Да? Потому что, нейтрализовав Москву, Америка не вмешивалась, а без Америки Европа ничего сделать не могла бы, и мы получили там конкретный результат. Теперь, поэтому, когда меня кто-то спрашивает, за кого голосовать, например, азербайджанцам или армянам, я стараюсь честным быть. Армяне однозначно будут голосовать за Байдена. А раз армяне будут голосовать за Байдена, я азербайджанцам говорю, я имею в виду гражданам Америки, да, которые этнические азербайджанцы или армяне. Я говорю, а вы голосуете, значит, за Трампа. Не потому, что он нас любит, а потому, что он их не любит. Он не будет их поддерживать. Ему до лампочки. Потому что они раз голосуют за Байдена, значит, он их противник. Он ему закроет глаза на все то, что там происходит. То есть, вот такого типа подход. Теперь касательно вас, украинцев. Я вот вам давеча рассказал про ситуацию. Точно так же, и как грузинам. Точно так же и грузинам. Даже 2008 год, это касательно... грузин здесь очень мало. Здесь в Америке, да, у них не такая большая диаспора. А у украинцев здесь огромная диаспора. Диаспора у вас побольше, чем у армян. Просто влияние армянской диаспоры посильнее, чем украинское влияние. Украинцы очень сильны, например, в Канаде. Они там очень в достаточном количестве. Да? Но, опять же, можно и через Канаду даже влиять на своих родственников, друзей в той же Америке. В достаточно, говорят, где-то порядка чуть больше миллиона этнических украинцев являются потенциальными избирателями сегодня. Это достаточно хорошая сумма, количество. Да? То есть, вы можете сегодня как-то повлиять на эту тематику. С моей точки зрения, однозначно, вы знаете Байдена и знаете Трампа. Теперь я вам про Байдена сказал. Да, вот во всех ваших бедах, как он виноват. Теперь я возвращаюсь к Трампу. 4 года его президентства, это вы видели. Это то, что они говорят, там он подставил, он Джавелина. Когда я подставил? Не помните? А потом, что он просил у этого Зеленского? И потом, почему он по сегодняшний день к Украине так относится? Да он потому, что он ненавидит Зеленского. Только по той простой причине, он не помог ему с этим делом, Бурисма, Хантер Байден, вот эту всю тематику раскрутить. Все, он ему это не простил, никогда не простит. А то, что он сегодня вот так юлит, иногда в самом начале так сильно говорил антиукраинское, а потом ему политтехнологи, да, его команда объяснили, что это не туда идет, ты бьешь, да, то есть лучше сейчас помолчи. Последнее время, поэтому он старается молчать. А вот то, что его помощники там или ближайшее окружение что-то говорят, все понимают, да, что лично Трамп и его ближайшее окружение сегодня выступает, я подчеркиваю, лично Трамп и его ближайшее окружение выступает именно против Зеленского и против той политики, которая там есть. Поэтому он, естественно, хочет это разрулить. Ему начихать нам сказать, что он пророссийский такой. Я тоже не сторонник того, чтобы говорить, что он пророссийский. Просто его позиция близко к России, однозначно. Однозначно он ведет себя так же, как тот же Орбан, да. Если так вот сравнить, он ведет так же, как тот же Орбан. Орбан-то он же премьер-министр Венгрии, он же не, так сказать, ставленник той же Москвы, да. Он всю жизнь таким и был. Просто его позиция сегодня ближе к той же Москве, да. И Москва этим пользуется. И Москва также с этим Трампом пользуется, поэтому они его 4 года, видите, как раскручивали. И сегодня точно так же. Они наезжают на Байдена, но поддерживают Трампа. Это я просто экспертизу даю. А вы уже, украинцы, сами решайте, да. Байден виноват во всех ваших бедах. Но этот придет, это будет еще хуже для вас, с вашей точки зрения. Поэтому и армяне, и азербайджанцы, и украинцы, и те же евреи. А вот евреи, если спросят меня, за кого голосовать, я скажу, идите за Трампа голосуйте, конечно. Потому что Трамп однозначно произраильский, проеврейский, а Байден хочет на 2 стульях усидеть. И хочет и на еврейской тематике улице заработать, и на палестинской тематике. Поэтому вот у него такая неоднозначная позиция. Это моя экспертиза по поводу того их позиции. А то, что вот сейчас вы это озвучили, это позиция Трампа, и не надо самообманываться, потому что то, что вы сегодня недовольны позицией Байдена по этой ситуации, это однозначно вы правы, и я, вы знаете, один из жестких критиков нынешней администрации. Но если касательно Украины, позиция Дональда Трампа еще хуже. Просто другое дело. Давайте дождемся съезда республиканской партии. И если там в качестве вице-президента его заставят все-таки, да, так сказать, спонсоры республиканской партии избрать вице-президентом Ники Хейли,
которая очень ярая ваша сторонница, ярая сторонница Украины, да, то тогда уже бы я бы вам советовал бы подумать на эту тему, потому что не забывайте, что Трампу почти 80 лет, вице-президент в республиканской партии, тем более Ники Хейли, который поддерживает огромное количество истеблишмента республиканской партии, особенно вот эти рейганисты, вот, и она пользуется довольно большой популярностью и среди неопределившихся штатов, вот, и это говорит о многом, поэтому если Ники Хейли будет вице-президентом, тогда можно будет вернуться еще раз к этому вопросу. Но если у него будет в качестве вице-президента какой-нибудь этот идиот, там типа Рамасвами, который даже не знает на карте, где Украина находится, но выступает с пророссийских, так сказать, позиций и смотрит Трампу в рот, да, тогда однозначно вам за Трампа голосовать нельзя. А вот, господин Инус, вы сейчас прекрасно, отлично объяснили акценты за и против каждого кандидата, и, как я понимаю, это же очень важно и в Украине. Хотел бы еще спросить вас о этих вот дебатах, которые на момент нашего разговора еще не состоялись, но когда уже наш разговор увидят зрители, уже состоятся. Как вы считаете, кому они больше на руку? Байдену или Трампу? Кто больше может взять, мы не знаем, как оно будет, но больше может взять плюсов? Ну, с учетом того, что здесь учли все то, что было 4 года тому назад в дебатах между ними, тогда микрофоны не выключали, и тогда они хамили друг другу, наезжали, просто буквально хамили, да не заткнулся бы ты, и так далее, там этот Байден ему говорил, этот ему хамил, понимаете? И, ну, более, так сказать, нагловато вел себя, конечно, Трамп, но Трамп президент. Президент не мог себе, не имеет права так себе позволять. Президент должен всегда помнить. Я даже помню в один из моментов, тот же Байден ему сказал, но это не по-президентски. То есть президент не может так говорить. Кандидат может себе это позволить, а президент не может себе позволить. А тем более он уже сейчас экс-президент. Да? Опять же, он президент Америки, 45-й и 46-й. Поэтому оба они должны как-то эту марку достоинства, да, то есть ранга президента или бывшего держать на высоком уровне. Учитывая то, что они не переваривают друг друга, ненавидят друг друга. И, естественно, понятное дело, почему микрофоны будут выключены, когда говорит один из них. Второй ничего сказать не сможет. В этот момент мешать ему не сможет. Это раз. Плюс у них не будет суфлеров, у них не будет подсказок. С собой они не возьмут ни телефон, ничего. Только чистый лист бумаги, то есть блокнот, там, где ничего не будет написано, ручка и бутылка воды. Больше ничего. Поэтому, если что-то им надо будет сказать, это надо будет говорить на память. На базовые знания. Ну, если мы говорим о базовых знаниях, об уровне образования, конечно, Байден на порядок выше. Трамп малообразованный человек, это все понимают. И плюс Байден почти 50 лет в огромной, большой политике. Да? Но у Байдена проблема сейчас с памятью. И все это видят. То есть, несмотря на то, что Трампу 78 лет, он выглядит более живчиком. Да, в этом. Да. Но, с другой стороны, у него нет этих базовых данных, базовых познаний. Поэтому он будет говорить и наезжать конкретно на те темы, в которых он силен. Я имею в виду вот, все то, что озвучено. Миграция, аборты, граница, вот, многое то, экономика. Он будет стараться именно на эти, вот, на судебные процессы, связанные с Хантером Байденом, и то, что как его преследуют. То есть, вот такого типа он будет на это говорить. Потому что если уходить на какие-то геополитические процессы, на точности, здесь Трампу ловить нечего. Потому что советники нужны для этого. А здесь они все будут лишены этой возможности. И здесь просто очень важно посмотреть разницу чисто в образовательном порядке. Да? Вот, но есть огромное количество людей, которые этого не видят. Потому что, чтобы почувствовать, образованный человек или необразованный, зритель сам должен быть образованный. А сторонники того же Трампа, они в массе своей, это малообразованная публика. А что касается сторонники того же Байдена, это тоже в огромном количестве те малообразованные вот, эмигранты, которые с латиноамериканских стран бегут, с афроамериканских стран бегут, которые пользуются вот продуктами вот такой легкой миграции. Да? Поэтому у них вот такое противостояние по границе шло. Да? То есть республиканцы очень жестко за это стоят, а демократы, наоборот, это их будущий электорат, и поэтому они пропускали в массе, в огромном количестве. Да? И поэтому в конечном итоге потом эти люди становились, легализовывались, и потом это были потенциальные голоса той же демократической партии. Но если брать в целом,
Я думаю, что это может сыграть какую-то роль, определенную роль, но на неопределившихся. Потому что ни на байденовских, ни на трамповских сторонников это никак не повлияет. Хотя здесь в США опросам больше никто не верит, и я в первую очередь не верю, и вам рекомендую не верить, потому что все опросы проплаченные. Или проплачены республиканской партией, или проплачены демократией. Уже даже Гэллопу не верят. Ни Гэллопу, никому не верят, потому что за последние несколько президентских кампаний было видно, да, как они садились в лужу, и то, что они предрекали, в конечном итоге это не соответствовало действительности. Выдают желаемое за действительное. Вот. И поэтому судят Трампа не играет никакой роли. Его эти 30%, его это ядерный электорат, они голосуют за него. Даже чем больше будут на него наезжать, тем больше будут за него голосовать. Точно так же, как и здесь сторонники демократической партии, это они не фанаты того же Байдена, да, это просто корпоративные интересы членов партии. Но 40% вот таких, как я, которые не определившиеся. Ну, я, допустим, сам определился для себя. Что бы они ни говорили, я на выборы не пойду. Потому что мне начихать и на того, и на другого. Я не хочу выбирать из двух зол меньше. Но есть огромное количество людей, которые пойдут и будут это делать. И поэтому для них эти дебаты и дебаты, которые будут в сентябре, очень важны. Потому что в сентябре дебаты намного даже важнее, чем сейчас. Потому что в сентябре уже будет четко ясно, эти два человека остаются кандидатами или нет. Потому что по сегодняшнему дню никто точно сказать не может. Вот они двое сегодня выступают, они официально не кандидаты. Один президент, а другой бывший президент. Съезды будут в июле республиканцев, съезд демократов будет в августе. Вот только тогда они будут получить этот статус. А получат они или не получат, сегодня еще никто сказать не может, потому что мы не знаем решение суда 11 июля, которое будет касательно Дональда Трампа. Мы не знаем, в качестве кого он пойдет вице-президента будет брать. И мы не знаем, исходя из этого, как пройдет съезд демократической партии. Глядишь, там и Байдена поменяют. Вполне может быть. Это один из реальных вариантов, который так продолжается обсуждать. Поэтому эти дебаты могут немножко подтолкнуть. Да, глядишь, что-то такое произойдет форс-мажорное, которое нельзя будет предугадать. Хотя, как я вам заметил, стараются сделать так технически, чтобы, потому что это CNN проводит. Это CNN, а CNN, вы знаете, это рупор демократической партии. Поэтому они постараются просчитать все так, чтобы их ставленник, так сказать, их сторонник демократической партии, президент Байден, не выглядел бы чересчур, так сказать, человеком с плохой памятью и проиграл бы в пух и прах эти. Потому что если он проиграет в пух и прах, тогда это лишний раз усилит разговор о том, что в августе нужно будет менять Байдена. А это при всех вариантах это уже нехорошо. Если Байдена, опять же, в августе поменяют, в силу того, что там пойдет, например, Ники Хейли. Если там будет Ники Хейли, значит, однозначно что-то надо делать демократам. Если останется Байден Харрис, они проиграют. Поэтому им надо будет что-то делать. А менять за 2 месяца до выборов действующего президента на кого-то, это уже уступать, машине, которая республиканская, которая впереди будет набирать обороты, тем более, если там будет Ники Хейли. Поэтому вот эти все нюансы, они очень важны. Но очень важно также посмотреть, как это все пройдет. Во всяком случае, с точки зрения физической формы, у Трампа преимущество. Он выглядит физически лучше. Там все-таки 1,5 часа им придется стоять. Вот. С точки зрения, так сказать, бэкграунда, образовательной части, Байден образованнее, намного и опытнее. Но с точки зрения того, как сможет ли он это все показать, так сказать, в нужной форме, это уже вопрос его физической формы. Точно так же можно говорить о Трампе, но физическая форма Трампа, мы видим это физически, он выглядит во всяком случае лучше. Хотя не только физическое состояние определяет успех того или иного кандидата. Можно быть иногда и пожилым человеком, но говорить грамотно, хорошо, умно. Но, к сожалению, у Байдена на самом деле есть проблемы со здоровьем. А, господин Муз, хотел спросить, вы говорите, что могут быть смены кандидатов в президенты в августе. Насколько это реально? И были ли прецеденты уже в истории Соединенных Штатов Америки, что вот на такой стадии меняли кандидата? Или кандидатов в кандидаты, скажем так? В новейшей истории я это не помню. Кажется, в истории Америки я точно сейчас говорить не могу. Но, насколько я знаю, если и были, может быть, это исключения какие исключительно. Вот так вот. Потому что, когда идет разговор на эту тему, обычно все начинают проводить какие-то аналогии. Да. Я такого пока еще не встречал. Вполне может быть. Но в новейшей истории точно этого не было. За последние 100 лет этого точно не было.
Да. Господин Уск, также хотел, конечно же, затронуть тему визита Путина в КНДР и последствия после этого визита. Напомню зрителям, Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею 19 июня. И вот впоследствии что появилось? Что якобы это передает один из телеканалов, это неофициально, но до десятка инженерных бригад может Северная Корея отправить на войну в Украину. Я так понимаю, это может быть ответ высказываниям Макрона и других стран, которые говорят, что может какие-то в тылу войска отправить в Украину со своей стороны. И в контексте Китая, насколько Китай может быть обеспокоен двусторонними какими-то договоренностями Москвы и Пхеньяна, потому что, насколько я понимаю, экономика Северной Кореи очень зависит от Китая. Может ли Россия попытаться стать заменником Китая для Ким Чен Ына? Не думаю. Не думаю. Во-первых, это очень много в средствах массовой информации стараются преподнести так, что как будто бы вот этот визит президента России в Северную Корею прошел без, так сказать, негласного одобрения Пекина. Такого не может быть, потому что Северная Корея полностью вассал. Северная Корея для Китая то же самое, что сегодня Беларусь для России. Вот для вашего сравнения, да, чтобы было понятно. И даже глубже, и даже больше. Потому что это исторически они были завязаны. А Беларусь это вот за последнее время чересчур очень сильно это усилилось. Да, вот эта связь и зависимость от Москвы. Поэтому это, конечно, с молчаливого согласия Пекина состоялся этот визит. И для Пекина нет ничего там засекреченного от того, что там было, о чем там говорили и о чем там договорились. Это все заранее было известно, и Пекину от этого нечего бояться, потому что это все делается. Ну, Россия будет поставлять туда продукты питания голодной стране этой, и взамен она получит дешевую рабочую силу для своих, так сказать, для того, чтобы Россия усилила бы хотя бы определенные моменты при переходе на военные рельсы. А то, что там разговор идет о том, что какие-то инженерные войска отправят туда, ну, и вы знаете, я советовал вам, дорогие украинцы, к этому нормально относиться. Потому что чем больше будет внимания со стороны Северной Кореи по отношению к России и непосредственно на российско-украинском направлении, да, тем больше это будет повода для вас, я имею в виду для Украины, давить на Европу и показывать лишний раз. Потому что проблема Северной Кореи – это не проблема Украины. Проблема Северной Кореи – это проблема Соединенных Штатов Америки в первую очередь. Потому что проблема Северной Кореи – это значит проблема Южной Кореи. Все, что будет касаться усиления Северной Кореи, это в первую очередь, где это находится, посмотрите, да, географически. Это не касается Евросоюза, не касается Украины. Это касается в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что это касается Южной Кореи. А на южнокорейской границе, то есть между Южной Кореей и Северной Кореей, там стоит 50 тысяч американской армии, которая охраняет эту буферную зону. Вокруг Южной Кореи стоят там американские субмарины с ядерными боеголовками на борту. Поэтому Южная Корея отказалась же от ядерного статуса, только с условием, что там будет на постоянной основе находиться американские субмарины. Это уже договор подписан вот недавно, да, несколько месяцев назад, как вы помните. Если вы помните, приезжал сюда президент Южной Кореи, и этот документ был официально подписан. И это сегодня там находится. Поэтому, если что-то там будет такое против Южной Кореи, это вызов Соединенным Штатам Америки. Простой вопрос. Китаю это надо? Нынешняя администрация Си Цзиньпиню до конца президентской кампании. Это надо? Нет, конечно. Они же договорились с американцами не эскалировать ситуацию. Нигде. И на этом направлении в том числе. Поэтому, естественно, там не будет ничего такого, что можно будет как-то дразнить американцев. А Северная Корея то, что нужно, она получает. А почему бы ей не получить? Все на российском направлении что-то зарабатывают, и они зарабатывают. Они боеприпасы выпускают с утра до вечера выпускают. Ну, так они выпустят и для России определенные. Россия за это даст продукты питания. Россия поставит определенные ядерные технологии. Россия поможет с космическими вопросами, космической разведкой. У России есть же эти возможности. И России это поможет. Так что здесь ничего такого
что должно беспокоить Украину, например, я бы не ставил бы. То есть, если что-то оттуда, Северная Корея, например, поставит той же России, значит, это усилит ваши позиции в требовании по отношению к США, к Евросоюзу, к Рамштайну. Вот видите, они это делают. Более того, вы же вспомните в этой связи заявление той официального Сеула, Южной Кореи. Они сказали, это заставит нас пересмотреть позицию Южной Кореи по вопросу поставок оружия Украине в том числе. Поэтому я, наоборот, сторонник того, чтобы Северная Корея сделала что-то такое, что в результате этого Южная Корея более активнее начнет вам поддерживать. И вы увидите тогда разницу в том, что Северная Корея поставила той же России. И вам же нужно... Вы заметьте, да? Как двигался этот Запад? США, Евросоюз, НАТО, Рамштайн и все остальные. По мере того, когда с этой стороны что-то наглело, да? И как бы они увидели, что да, значит, нужно помогать. И они тихо-тихо кранчик этот открывали. Вот точно так же и здесь. Если там на этом перешейке корейском что-то произойдет такое, что не понравится Южной Корее, не понравится Японии, не понравится Соединенным Штатам Америки, я уже не говорю в целом, да, там этому региону, я имею в виду, включая даже и Австралию, и Новую Зеландию, а это все, так сказать, зона американцев, да, ну, естественно, американцы будут как-то реагировать. Так как реагируют? Где сдерживающий фактор? А где это противостояние идет? Противостояние вот на российско-украинском фронте. Значит, они здесь будут усиливать вашу позицию. Вам от этого выгодно? Выгодно. А то, что они отправят туда какие-то инженерные 3-4 бригады туда, ну и пускай отправляют туда. Во-первых, это будет прямая мишень для вас. Это однозначно. У вас будет достаточно высокоточного дальнобойного оружия, чтобы это делать, потому что это ваша территория. И вы это делаете, вы это и так демонстрируете каждый день. И с другой стороны, вспомните в этой связи вот эти разговоры, которые сегодня усиленно идут, и я думаю, они так просто не идут, эти разговоры, по поводу отправки технического персонала американского для обслуживания американского оружия на территории Украины. Ну вот сравните, да, это же совершенно разные вещи. Поэтому, я так думаю, даже с этой точки зрения вы должны именно так фильтровать эту информацию. Я ничего плохого, страшного для Украины в этой информации не вижу. Наоборот, я вижу, что вы это можете грамотно использовать для своей пользы, включая возможности того же Сеула и Японии. Да, господин Нус, и смена генсека НАТО. Уже официально известно, что осенью за последние 10 лет Альянс будет иметь нового руководителя. Это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Насколько это важно, насколько вот, кстати, в Москве там Захарова, правая рука Лаврова, сказала, что это ничего не обозначает, потому что НАТО и так руководит Соединенные Штаты Америки. Как вы считаете, смена Столтенберга на Рютте что-то изменит для Украины? Нет, ну здесь это тот самый случай, когда я с Захаровой Марией могу согласиться, потому что на самом деле должность генерального секретаря НАТО, это менеджер, это не политическая должность. Это должность, в которой он должен быть хорошим организатором, да, и он должен уметь ладить. Но, с другой стороны, конечно, сам факт того, что на этой должности всегда сидят какие-то руководители каких-то стран этого НАТО, и Столтенберг, бывший премьер-министр, и этот премьер-министр бывший, и так далее, и на всех других должностях сидят, та же Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны, поэтому или министры иностранных дел, или министры обороны, или бывшие премьер-министры, или бывшие президенты занимают те или иные должности в европейских ключевых структурах. Да, тот же Туск был в свое время одним из руководителей Евросоюза, видите, вернулся обратно. Сегодня он премьер-министр той же Польши. Поэтому это, конечно, в первую очередь менеджер, ключевой менеджер, конечно, евроинститутов, но и с другой стороны, сам по себе тот или иной политик пользуется еще личным авторитетом, личными связями, да. Поэтому вот, например, до Урсулы фон дер Ляйен никогда никто так много не говорил уважительно о каком-то руководителе Евросоюза, как они говорят. И сегодня ее сравнивают с Маргарет Тэтчер, да, говорят, это железная леди, схватка, да, мать 7 детей, сама профессор, доктор наук, то есть успешная в своей специальности, жесткая, как министр обороны Германии была, и посмотрите, как она грамотно работает на этой должности, особенно в условиях форс-мажора. Очень важно подчеркнуть, как работает тот или иной чиновник в том или ином институте в условиях форс-мажора. И в условиях, и как в Евросоюзе, так и в НАТО, так и в отдельно взятой стране. Даже вашего президента Зеленского именно сравнивают со всеми другими, потому что война,
которую сегодня ведет Украина, да, это, знаете, это требует определенных таких личных качеств того или иного человека, того или иного руководителя, будь то министр, будь то премьер-министр, я уже не говорю верховный главнокомандующий, да. Поэтому форс-мажорные ситуации, так же, как обычной бытовой жизни, люди проверяются на вшивость. Летчик, когда шасси не открывается, или там землетрясение случилось, и так далее, да, один становится паникой, другой, наоборот, хладнокровный, становится героем, а тот, которого мы думали героем, становится трусом. Поэтому это все очень важные моменты, как вот в фильме «Титаник», да, вспомните, на 5-м этаже все эти в бабочках, в костюмах, галстуках богатые люди были, а этот герой Ди Каприо простой рабочий парень. А когда «Титаник» стал тонуть, героем оказался простой рабочий парень, а не те, которые должны были, по идее, которые играли в «Джентльменов», да, а джентльменом оказался простой рабочий парень. Поэтому здесь, я думаю, очень важны личные качества того или иного человека. И поэтому Марк Рютте, например, в форс-мажорной ситуации в течение вот этих 2 с лишним лет довольно достойно вел себя как премьер-министр Голландии. И, кроме этого, как друг Украины. Он с первого дня, можно сказать, рядом стоял с вами. Он рядом стоял с этим Борисом Джонсоном. Один из немногих европейских лидеров, который, так сказать, занял правильную позицию и был на правильной стороне улицы. Вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Поэтому я не думаю, что это случайно его выбрали. И заметьте, его кандидатуру поддержали все, включая Венгрию, включая Словакию. То есть все его поддержали. Это о многом говорит. Это говорит о том, что человек, помимо того, что у него есть политический бэкграунд, определенная позиция, он умеет, значит, ладить как менеджер. И это очень хорошо. Потому что если вспоминать Столтенберга, вообще о его существовании никто не знал. Никто его не знал, ничего такого, да, что сказать, что он что-то делал такое. Но когда пришел вот этот форс-мажорный момент, и, естественно, должность генерального секретаря НАТО, она должна была как-то вот как Урсула фон дер Ляйен выдвинулась. Она в любом случае, она такая же, как и генеральный секретарь НАТО. Она должна интересоваться мнением всех 27 стран, которые входят в Евросоюз. Да? А в НАТО сегодня 32 страны. Тогда было 30, допустим, стран. Разницы нету. Почти 30 и там, и тут. Да? И надо было их мнением добиваться консенсуса. Но было видно, что линию ведет сама Урсула фон дер Ляйен. И она продавливала те или иные решения, договаривалась с теми или иными лидерами, которые не хотели того же Орбана. Несколько раз, если помните, каким образом приводили к нужному решению. Это очень важные все вещи, которые нужно учитывать при назначении. Поэтому Столтенберг один из неудачных. Так же, как Расмуссен, так же, как Столтенберг, Расмуссен предыдущий. Поэтому я надеюсь, что Марк Рютте будет таким же успешным генеральным секретарем НАТО, как он был премьер-министром Нидерландов, довольно успешным. И далеко не случайно его назначение получило такое единогласное одобрение всех руководителей стран-членов НАТО, и в первую очередь Соединенных Штатов Америки. К нему очень благосклонно относились. И лишний раз делайте из этого, вот, дорогие украинцы, раз на эту должность ставить человека, который намного лучше к вам относится, чем тот же Столтенберг. Столтенберг вспомнил об Украине, о, так сказать, территориальной целостности и суверенитете Украины только в середине этой войны. Вот где-то год тому назад. Когда уже стал вопрос о том, что он должен уже скоро уходить, да, перед тем, как ему уходить в отставку. А до этого он никогда на эту тему не говорил. Он 10 лет сидел на этой должности. Он с 2014 года много что говорил на эту тему. Много вы слышали его каких-то заявлений или каких-то телодвижений через призму того же НАТО? Я что-то не слышал такого. А со стороны Рютте мы это уже слышали в качестве премьер-министра. Теперь как он будет в качестве генерального секретаря, покажет время. В любом случае, я думаю, что он будет намного лучше, чем Столтенберг. И я думаю, лишний раз для вас это хорошо, такое назначение. Да, господин Минц, и уже традиция, хотел бы вас спросить о Кавказе, о вам очень близких вопросах. Вот министр иностранных дел Армении Арарат Мирзонян заявил, что Ереван готов полностью нормализировать отношения с Турцией, которые традиционно были враждебны из-за поддержки Анкары и Азербайджана. Насколько эти шаги искренние, насколько... Вот объясните все, что сейчас происходит. И вот уже второе интервью с вами мы говорим о том, что вот Пашинян готов идти навстречу Азербайджану. Теперь вот МИД Армении говорит, что мы с Турцией готовы идти на мировую. Как это все выглядит в регионе? И правда ли то, как вы считаете, что реально все могут жить в мире? В мире.
Ну, значит, здесь маленький нюанс, который вот я должен поправиться в вашем вопросе, когда вы говорите, что Турция именно в таких отношениях с Арменией, то именно исключительно из-за Азербайджана. У Армении, помимо Азербайджана, есть территориальные претензии и к самой Турции. И это прописано у них в Конституции. У них на герб Армении, вот герб Армении, ради интереса, зайдите на интернет, у зрителей тоже, и вы увидите там гору Арарат. И о них написано, что это гора Арарат. Гора Арарат нет такого названия. Если мы пойдем, то есть я имею в виду по международному праву, эта гора называется Агрдак. Вот, например, простой вопрос, да, сегодня я задаю вам. Самая высокая гора в мире, это как называется? Эверест. Эверест. Нет, неправильно. Она называется Джомолунгма. Ну, Джомолунгма, да. Это разные вещи. Эверест – это английское название. Это западное название. Понимаете? А кому принадлежит сегодня Джомолунгма? Джомолунгма принадлежит сегодня, это граница, там по вершине проходит граница между Китаем и Тибетом. То есть, вот это Тибет, я имею в виду, Непал. То есть, это между ними, да? То есть, это вот самая граница. И эти две страны, они имеют право называть. И там несколько названий. Но названия Эвереста там нету. И вот это название, вот точно так же, как сегодня. Вот эта гора, она называется Агрдак. Она находится на территории Турции. А они продолжают называть ее Арарат. И она у них в гербе. И она у них в Конституции. И она у них в Декларации о независимости. Точно так же, как они туда внесли 30 лет тому назад в Декларацию о независимости Армении и Нагорный Карабах. Тогда, как они называли. Нагорно-Карабахскую республику, как они назвали. Ну, типа вот как ДНР и ЛНР, да? Арцак-Марцак. А у вас Малороссия, Новороссия. Вот такого типа, да? Дурацкие эти образования. Есть Конституция Украины. Есть международное право. И как там написано, так и должно быть. И здесь то же самое. Карабах территория Азербайджана, а у них в Декларации о независимости. У них это в Конституции. А Конституция у них построена на базе этой Декларации о независимости. Вот поэтому это предмет переговоров сегодня. Азербайджан требует это убрать. И как будто Пашинян движется в этом направлении. Он сейчас пошел по линии того, что он хочет в Конституцию внести норму о том, что вот как у вас в Украине, что евроинтеграцию, да, то есть стремление в евроинтеграцию. Он хочет просто новую конституцию. А если будет новая конституция, значит, все то, что написано в старой конституции, оно будет уже убрано. Просто, это опять же время, когда это будет. А подписывать мирный договор без этих базовых вещей в Конституции, да, это международное право. Ты подпишешь какой-то мирный договор, а завтра Пашиняна не будет, и придет другой какой-то руководитель, он обратится в Конституционный суд, и Конституционный суд скажет, что это нарушение Конституции. У нас в Конституции написано, в декларации написано вот так-то, 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 да. И как делать в этой ситуации? И тогда этот документ будет подвергнут сомнению. А нам нужен документ, который будет раз и навсегда на века, да. И чтобы никаких этих, и более того, это чтобы прошло бы через Совет Безопасности ООН, чтобы весь мир это раз и навсегда признал. Вот так должно быть. И касательно Турции, у них такое же. У них претензии к 6 районам Турции. У них же они считают, что это Великая Армения, от моря до моря и так далее и тому подобное. Вот это все вопросы, которые существуют между Турцией и Арменией в том числе. И плюс, конечно же, уже через призму взаимоотношений Азербайджано-армянского конфликта. Да? Поэтому граница между Турцией и Арменией после развала Советского Союза, когда Армения обрела независимость, она закрыта. Сначала Азербайджано-армянского конфликта, да, из-за Карабаха. И по сегодняшний день она закрыта. Ну, несмотря на это, и здесь идет синхронность. Вот я хочу, чтобы все понимали, зрители. Будет синхронность. Никаких других разговоров между Турцией и Арменией невозможно без решения вопроса между Арменией и Азербайджаном. Параллельно. Вот здесь 3 базовых вопроса, которые нужно решить. Первый – это, так сказать, то, что сегодня говорят о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией. Если будет мирный договор между Азербайджаном и Арменией, значит, будет мирный договор между Турцией и Арменией. Если будет, так сказать, дипломатические отношения, будут дипломатические отношения между ними. Если будет открытие коммуникации, значит, будет открытие коммуникации и с этой стороны. То есть, ничего такого между Арменией и Турцией, до того, как будут эти вопросы решены между Арменией и Азербайджаном, если кто-то будет говорить, это обычная спекуляция. Этого не будет, потому что Турция четко заняла эту линию, и эту линию она десятилетиями уже проталкивает.
благодаря нынешнему руководителю Турции Эрдогану, потому что до Эрдогана это не так было. До Эрдогана там и так и 50-50 было, и там заигрывали с тем же Западом, а Запад именно хотел именно протолкнуть, и в рамках Минской группы ОБСЕ даже одно время, где-то вот 15 лет тому назад была такая футбольная, челночная дипломатия, они хотели ее сделать, даже президент Турции тогда полетел на матч Турция и Армения в Ереван, то есть такого типа взаимные визиты были. Вот, и слава богу, что Азербайджан это пресек, и общественное мнение той же Турции выступило против этого. А нынешнее руководство Турции, оно четко заняло однозначную позицию, и благодаря именно этой позиции и авторитету той же Турции, да, и благодаря вот такому военно-стратегическому партнерству между Турцией и Азербайджаном, азербайджанская армия стала образцовой армией по стандартам НАТО, и азербайджанская армия сегодня самая сильная в регионе, а политическое взаимоотношение между Азербайджаном и Турцией, и то, что через год это будет единая армия, это вторая армия НАТО, турецкая армия, с этим уже сегодня все считаются. И вот эта политика, такая сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, и вот то, что добавили туда Грузию, и вот в эту, так сказать, линию, да, и посмотрите, как сегодня Грузия процветает, особенно та же Аджария, да, я имею в виду в первую очередь, там, где Турция с Азербайджаном очень сильно вложились. У Грузии нету ни нефти, у Грузии нету ни газа, да, и Грузия не занимается всем тем, чем занимается та же Армения. Сегодня Армения, например, в 3 раза выросла у них ВВП. За счет чего? Вот за то, что они обходят все эти санкции, связанные с войной Россия-Украина. То есть я к чему это веду? Я веду к тому, что, конечно, Армения тоже этого хотела бы. Но для того, чтобы Армения вклинилась бы во все эти процессы, для этого нужно именно идти на подписание мирного договора, я сказал, на изменение правовых базовых данных. И я так думаю, визит О'Брайена, вот этого помощника, о котором мы говорили в самом начале передачи, который вот сегодня он находится в Баку, а до этого он ездил в Ереван, и он уже не первый раз приезжает, а до его приезда в Баку проследовал звонок Энтони Блинкена. Несколько дней назад Энтони Блинкен звонил и разговаривал с президентом Азербайджана. После этого он поехал туда. А Энтони Блинкен активно вовлечен во все эти процессы. Я думаю, что если удастся заключить мирный договор между Азербайджаном и Арменией, или какой-то предварительный документ, да, обязательно должен быть какой-то предварительный документ, а то, что все не думали, это будет какой-то мирный договор, и все, этим все закончится. Да? Это просто какой-то базовый предварительный документ, в котором должно быть прописано от А до Я, что делать по пунктам, да, степ-бай-степ. И вот я так понимаю, сегодня вот эти челночные визиты О'Брайена в регион, они говорят об этом, и они даже говорят о том, что вот и заявление вот армянского министра говорит о том, что это вполне возможно и в течение месяца это как-то закрепить. Просто для этого нужна политическая воля, политическое решение. И в первую очередь вот тех ключевых вопросов, на которых настаивает Азербайджан. На Азербайджан давить без толку. И это уже поняли и в Ереване, и они увидели, что и американцы смирились, и Европа, и Брюссель смирились с позицией Азербайджана. Францию Азербайджан выдавил из этого мирного процесса. Азербайджан выдавил Францию из этого процесса. Заметьте, да, и как это Азербайджану удалось. Еще Азербайджан в Новой Каледонии их наказал, да, как следует. И то, что сегодня во Франции происходит, посмотрите, это лишний раз говорит об уровне того же Макрона, как он понимает геополитические процессы мира. А геополитические процессы в мире сегодня говорят о том, что в этом регионе без Турции и без Азербайджана больше ничего не произойдет. Будь то Грузия, будь то Армения, будь то Азербайджан. Поэтому с этим будут считаться и в Москве, и в Тегеране, и в Брюсселе, и в Париже, и в Вашингтоне. Господин Юнус, большое вам спасибо за этот прекрасный разговор, прекрасное объяснение. Как всегда, очень все акцентировано, очень все профессионально. Еще раз напомню нашим зрителям, новым, постоянным, да, спрашивайте в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь нашим разговором. Спасибо вам большое, господин Юнус. Дякую, до побачення. Слава Україні. Героям слава. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Раміс Юнус, це політолог зі Сполучених Штатів Америки, екс-керівник уряду апарату Азербайджану. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.